Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить простой мотив, из которого можно сделать серьги, браслет и даже чокер. Все необходимые материалы, как обычно, указаны в описании под видео. Там же находится ссылка на мой плейлист с уроками по основам фриволите иглой. Также сегодня я хочу объявить о новом розыгрыше, который я буду проводить у себя на канале. И разыгрывать я буду свой любимый набор игл для фриволите. Это набор игл пони. Условия розыгрыша очень просты. Первое условие – быть подписчиком моего канала. Второе условие – поставить лайк под этим видео. И третье условие – оставить любой позитивный комментарий. На каждый комментарий я отвечу и присвою номер участника. И через 2 недели мы узнаем победителя. Ну а сейчас давайте перейдем к нашему мастер-классу. Оставляем небольшой хвостик. Мотив у нас будет маленький, поэтому нам не нужен длинный хвостик. И начинаем выполнять первое кольцо. Пико делаем небольшое, у меня где-то 4 миллиметра. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Постарайтесь затянуть кольцо таким образом, чтобы оно было больше круглым, чем капелькой. Второе кольцо у нас будет состоять из 6 узелков, пико 3 узелков, пико 6 узелков. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Выполняем короткую дугу из 2 узелков. Проходим иглой через первое пико. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Теперь мы будем выполнять следующее кольцо. На самом деле оно не является кольцом, это дуга, хотя будет выглядеть оно у нас как кольцо. Итак, я придерживаю все равно вот этот хвостик, чтобы он не путался, и затягиваю дугу. Теперь иголкой прохожу через это же самое пико и затягиваю дугу. Она пока получается немножечко такая кривая, несимметричная, но это подровняется после того, как мы выполним следующую дугу. Закрываем эту дугу, не переворачивая работу. Теперь ее можно аккуратно подвинуть. И вот она у нас уже стала более аккуратная. Снова короткая дуга из 2 узелков. Проходим через следующее пико. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Вот видите,
эта дуга кольцо, она стала более аккуратная. Теперь мы повторяем наш мотив, то есть выполняем дугу с двумя пико вот здесь, снова присоединяем ее к вот этому пико, затем коротенькая дуга, и так идем по кругу. Сейчас я это выполню и покажу вам, как мы будем здесь заканчивать наш мотив. Итак, мне осталось сделать последнюю маленькую дугу. Набираю 2 узелка. И теперь иглой прохожу через первый узелок нашего второго кольца. Затягиваю дугу и выполняю узелок. Ниточки можно теперь отрезать. Вот такой маленький мотив у нас получился. Теперь я спрячу лишние ниточки в рядом расположенные узелки. Как обычно, я буду использовать свой нитевдеватель. Будет нелегко это сделать, потому что нитка тонкая, не хлопок, но тем не менее, если аккуратно, то это возможно. Аккуратно отрезаем лишние ниточки. Вот такой маленький, хорошенький мотив у нас получился. В мотив также можно добавить бисер. Например, вот здесь у меня есть такой небольшой пробник. Я добавляла бисер в маленькую дугу, набирала один узел, в пико добавляла бисер и потом еще один узел. Либо можно бисер добавлять в пико. Но в этот раз я решила сделать все без бисера. Выполним второй мотив и соединим его с первым. Я уже выполнила первое кольцо. Теперь буду набирать второе кольцо. Набираю 6 узлов, пико 3 узла. Теперь выполню соединение. Беру первый мотив. Присоединяться можно к любому из этих лепесточков. Главное выбрать не пико, которое ниже. Или как вам сказать, давайте расположим вот так. То есть вот у нас есть пико справа и пико слева. Надо присоединиться к пико слева. Выполняю еще 6 узелков.
Закрываем кольцо, работу не переворачиваем. Выполняем маленькую дугу. Набираем 6 узелков и присоединяемся вот к этому пико. То есть, если мы расположим работу таким образом, то это будет пико справа. Выполняем оставшиеся 3 узелка, пико 6 узелков. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Завершаем наш мотив таким же образом, как мы выполняли первый. Идем по кругу, присоединяясь к пико. Вот что у меня получилось. И если вы продолжите присоединять такие же мотивы вот сюда в бок, то вы можете выполнить тоненький браслет, либо чокер. Я же буду выполнять серьги, поэтому следующий мотив я буду добавлять вот сюда. Итак, я уже выполнила колечко для следующего мотива. Теперь набираю 6 узлов, пико 3 узла. И буду выполнять соединение вот с этим пико. Набираю оставшиеся 6 узелков. Выполняю короткую дугу.
Теперь я выполню следующую дугу и буду ее соединять вот с этим пико и вот с этим пико. Набираем 6 узелков. Выполняем соединение вот с этим пико. Набираем 3 узла. Теперь соединение вот с этим пико. Шесть узлов. Еще одна короткая дуга. Теперь соединяемся вот с этим пико. Набираем 6 узелков. Набираем оставшиеся 3 пико 6 узелков. Мы выполнили необходимые соединения. Оставшуюся часть выполняем точно так же, как и в предыдущие разы. То есть просто делаем короткие дуги, затем большая дуга, короткая, большая и так до конца. Итак, вот что у меня получилось. И теперь для выполнения сережек я буду выполнять вот такой кусочек мотива, буквально на 3 листика. Вы, конечно же, можете добавить точно такой же полный мотив вот сюда. Тогда у вас получится, здесь у меня есть начало моего браслета. Ну, вот смотрите, если я закрою вот эту часть,
Вот такая серьга у вас может получиться, если вы выполните полностью еще один такой цветочек. Я же буду выполнять только вот такую часть. Ну и как пример, что еще можно сделать из этого мотива, вот здесь у меня есть часть браслета. Я еще не решила, как именно я его буду заканчивать, потому что если я свяжу еще один такой цветочек сюда, мне кажется, он будет для меня маловат. И если же я буду вязать еще один такой цветочек вот здесь слева и потом по 2 с каждой стороны, чтобы было симметрично, мне кажется, это уже будет много, поэтому надо что-то подумать. В общем, сейчас мы с вами доделаем сережку, затем я подумаю над тем, как я оформлю браслет и покажу вам, что у меня получится. Если вы хотите сделать точно такой же цветочек, то вы его добавляете с этой стороны точно так же, как мы только что добавили вот этот. А если вы хотите сделать полностью как у меня, то нам надо изменить самое первое кольцо, которое мы набираем. Набираем 12 узелков, пико, 3 узелка, пико, 3 узелка. Закрываем кольцом, переворачивая работу. Выполняем 6 узелков, пико, 3 узелка. Теперь выполняем соединение вот с этим пико. Вот этот мотив, который мы сделали из 3 цветочков, в принципе, не важно, как вы его будете располагать. Видите, они расположены совершенно одинаково относительно друг друга. То есть у вас просто должны быть 2 сверху цветочка и 1 снизу. Вот я держу за нижний и соединяю вот с этим пико. Набираю оставшиеся 6 узелков. Закрываю кольцо, не переворачивая работу. Таким образом, эти 2 пико должны быть повернуты к нашему мотиву. Выполняю коротенькую дугу. Выполняю дугу и соединяюсь вот с этим пико и вот с этим. Точно так же, как мы сделали вот здесь.
Еще одна короткая дуга. И последняя дуга, 6 узелков соединения, 3 узелка пико, 6 узелков. Затягиваю дугу, выполняю узелок. После того, как я выполнила узелок, я немножко поправлю это кольцо, потому что у нас дальше не будет дуги, соответственно, оно не станет само на место. То есть я вот его немножко потянула сама в бок, чтобы оно выровнялось. Теперь я пройду иглой через узелок первого самого кольца, потому что здесь у нас нету пико, мы выполнили первое кольцо и сразу второе, а здесь у нас есть пико и есть небольшой промежуток. Так вот, чтобы его закрыть, я пройду через узелок самого первого кольца и просто стяну это место. Теперь можно ниточки отрезать, заправить кончики и будем крепить швензу. Ну что ж, кончики я заправила, теперь осталось прикрепить швензу. Я буду использовать вот такую, она идет как гвоздик, и мне очень нравится, что здесь есть такой вот овал. И также мне понадобится соединительное колечко. Вот такие простые и в то же время симпатичные серьги у меня получились. Что касается браслета, то его я тоже завершила. Вот такой он у меня получился. Чтобы он подошел мне по размеру, я его завершила вот таким полуцветочком, точно таким же, как мы делали в сережках. Вот, у меня здесь остается место как раз для замочка. Вот такой интересный комплект у меня получился, используя всего лишь один простой мотив. Очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. А также не забывайте о розыгрыше. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!